я странный дядька, вы у меня на канале. Я в Казахстане, в окрестностях Павлодара, в населенном пункте. У меня есть страница на Boosty. Это дополнительный сервис, на который можно подписаться и получать доступ к размещенным там постам. Как, например, вот это видео. Привет! Это очередное эксклюзивное видео, которое увидят только мои саппортеры, подписчики на Boosty. Я нежданно-негаданно. Саппортеры на Boosty уже знают, где я оказался нежданно и негаданно. И вообще они обо всех новостях узнают первыми. Хочешь попасть в такой же близкий круг? Подпишись на Boosty. Ссылка где-то вот здесь написана, или вот QR-код где-то вот здесь. От 200 рублей в месяц можно подписаться. Подписавшись на Boosty, ты получаешь доступ в ближний круг моего канала, а я получаю ежемесячную поддержку для того, чтобы продолжать радовать весь ближний круг и других подписчиков замечательным контентом. Подпишись. В населенном пункте Коряковка или Коряковка. Ну, как-то так. Вы спросите, а что я здесь делаю? Ну, дело все в том, что здесь на карте у меня когда-то давно отмечена достопримечательность. Называется она «Столбы на соленом озере». Ну, понятное дело, что нельзя проехать мимо и не посмотреть. Поэтому я еду посмотреть. Вот асфальт закончился. Дальше идет вот такая, ну, вполне себе сносная грунтовка. И идет она, похоже, куда-то вот туда, как раз к озеру, где и отмечены эти самые столбы на соленом озере. Что это за соленое озеро? Ну, не знаю. Я рискну предположить, что это просто такой вот выход каких-то солей, в том числе, похоже, которые добывают, потому что вот там, вот в том конце озера я вижу какую-то установку, которая, похоже, каким-то образом тут ковыряет соль, наверное, или что-то еще подобное. Ну, сейчас доберемся, что называется, до озера, посмотрим на это озеро, что это все такое. Может быть, попробуем воду, соленая или нет. Ну и поглядим на это все. Вообще, по идее, должно быть интересно, потому что это вот такие вот соленые озера, они, как правило, еще и имеют интересный цвет воды. Здесь вот, если посмотреть на карте, то вода здесь, это спутниковый снимок, это не просто карта, то вода здесь сверху выглядит оранжевой. Пока я этого не вижу, но интересно, что будет дальше. Местность тут выглядит довольно интересно. То есть, вроде бы это практически степь, но вон там, вон впереди, как вы видите, какой-то лесок есть. И вот здесь, ну, не сказать, что тут какая-то совсем, что называется, выжженная земля и все такое. Растения растут, вон трава, все дела. Типа, если все-таки соленое озеро, то должно быть настолько прям соленое, что по идее-то и ого-го, и агигей ничего расти не должно. Но тем не менее вокруг все вполне себе живое. Здесь дорога расходится. Одна куда-то идет вон туда, а вторая куда-то идет вот сюда. Сейчас я по спутниковым снимкам попытаюсь распознаться, где тут должно. Вот оно как раз этот перекресток. То есть нам, по идее, нужно по той, более глубоко расположенной, ближе к озеру, короче, расположенной дороге. Ну, и она даже как по какой-то вот, получается, третьему варианту, вот она сюда выходит. И выходит вот к этим столбам. Столбы это было, видимо, какая-то, вон они видны впереди уже. Эти столбы это, видимо, какой-то был мост или железнодорожные пути, или что-то подобное. Ну, очень же интересно посмотреть на это все и понять, для чего это и зачем. Если там у меня в подписчиках или среди смотрящих есть тот, кто в курсе, что здесь в этом населенном пункте Коряковка происходило на этом соленом озере, откуда здесь эти столбы, для чего они, что они означают и как использовались, добро пожалуйста в комментарии, расскажите. Вот, например, смотрите, здесь какая-то интересная такая штука, конструкция. Интересность ее заключается в том, что по периметру какие-то камни, то есть это как каменный фундамент, но в то же время вон следы дерева, сруба какого-то, а внутри забиты сваи деревянные. На этих сваях что-то, видимо, лежало. А для чего тогда вот эта вот вся каменно-бетонная штука? Выглядит совершенно непонятно. Здесь вон дальше, смотрите, тоже вон куча свай всяких разных. То есть я могу предположить, что озеро раньше было гораздо больше, и вот эта вся территория
здесь тоже была, возможно, затоплена. И поэтому вот здесь вот эти остались эти сваи. На сваях были какие-нибудь сооружения, что ли. Там вон тоже по той стороне остатки каких-то сооружений. Вон какие-то насыпи, какие-то сваи, бетонные штуки и все такое. Там вон дальше какая-то табличка есть. Табличка вряд ли нам расскажет, что это было. Скорее всего, табличка скажет: вам сюда нельзя, ну-ка быстро покиньте территорию. Но с другой стороны, смотрите, сюда прям очень хорошо наезженная дорога. То есть сюда ездят сотни, если не тысячи автомобилей. То есть место пользуется спросом и популярностью. Если место пользуется спросом и популярностью, сюда ездит много народу, то и нам, конечно, сюда надо. Здесь опять вот все расходится. Но нам нужно доехать, наверное, до щита. Потому что здесь левее дорога вроде получше и попроще. Но интересно посмотреть, что там написано на щите. Или на щиту. Вот там вот что за установка такая на том конце. Она одновременно похожа на какую-то бурильную, на кран, на что-то еще. Не очень понятно. Так. В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции не собираться компании и все прочее. То есть здесь на Соленом озере стоит стенд про нераспространение коронавирусной инфекции. Подразумевается, что здесь очень много народу собирается. Тут вот это мне уже, например, перестает нравиться. Можно, получается, тут гавкнуться, в этом песочке зарыться. Но я же аккуратненько, в натяг. И как только машина будет погружаться поглубже, я буду тормозить. И все такое. Но в принципе вот. В принципе мы уже приехали. Вот они впереди столбы на Соленом озере. Причем почему-то, если смотреть по карте, озеро какого-то своего названия не имеет. Просто соленое озеро. Столбы на Соленом озере. Хотя нет, может быть и есть какое-то название. Просто его плохо видно. Так, что там у нас? Столбы на Соленом озере. Населенный пункт называется Коряковка или Коряковка. А озеро как называется? Озеро Коряковское, соответственно. Столбы. А что-нибудь написано в комментариях? Ну, вот Татьяна Сас пишет, что в этом году жалко, в 23-м конец июля озеро высохло совсем, одна соль осталась. Ну, в общем, сюда, я так понимаю, люди ездят оздоравливаться каким-то образом. Макаются туда, видимо, или ходят по нему как-то еще. Ну, в общем, такое соленая штука. Что пишут, например, про эти столбы? Так, столбы, фотографии, вагон, какие-нибудь комментарии. Есть? Никаких, ни одного комментария, но куча фотографий. Ладно, пойдем посмотрим поближе, как выглядят столбы на Соленом озере. Что это за соленое озеро? Ну и, наверное, надо попытаться вот туда дойти до воды. Слушайте, да, судя по всему, прям очень сильно обмелело озеро в этом году, потому что похоже, что вот это вот все ранее было затоплено. То есть даже, а тут идешь, ну чувствуется, вон, оно все жижа. Прям жижа жидкая, смотрите-ка. Я по всему про этому проехал и даже не обратил внимания, что это все совершенно мокрое, оно просто пропитано водой. Просто вот совсем-совсем, просто чуть-чуть буквально. И там уже прям вот жидкая жижа и грязь. Все просто насквозь пропитанное водой. Блин, надо здесь аккуратно не застрять. То есть где-то вот как раз до, получается, вот этой вот вывески про коронавирус, видимо, здесь все и было когда-то затоплено водой. Вот эти уходят столбы. Явно это был мост. Может быть, не автомобильный, а какой-нибудь железнодорожный. Возможно, какая-нибудь узкоколейка здесь через озеро проходила. Не очень понятно зачем. Но да, видимо, не в этом-то и вопрос. Похоже, что здесь я до воды не дойду. Потому что все жидкое, и судя по следам животным оставлено, все это проваливаешься в эту вот грязьку. Хотя нет, я вроде иду нормально. Пока. Не проваливаюсь еще. Но, судя по тому, что в каждом углублении вода,
Соответственно, все опять-таки пропитано водой. То есть здесь какой-то, видимо, выход на поверхность вот этих вот всех каких-то солей и всего остального. Вот как это все выглядит. Я пока не проваливаюсь, слава богу. Но звучит у меня как-то это безответственно. Иду вот туда. Хорошо, что пока не проваливаюсь. Но вот судя по тому, что вот на той стороне, по той стороне тоже не подойти к воде. Потому что там выглядит все еще более жиденько. И в ту сторону более жиденько. Вот здесь совсем все жидко, я туда даже идти не хочу. Возможно, получится вот так вот обойти. То есть, если обойти вот здесь... Блин, если я сейчас туда провалюсь в эту жижу, очень будет жалко кроссовки. Особенно если здесь настолько прям все соленая вода, то это будет прям совсем-совсем. Так, ну вот здесь потверже. Конечно, грязь от души прям налипает на кроссовки. Отковыривать я всю эту грязь буду потом долго. Но с другой стороны, кто я такой, чтобы отказывать себе в возможности дойти до соленого озера и попробовать на нем воду? Первый раз в жизни я вижу такое вот соленое озеро. Не, ну я, конечно, был на Алаколе, но я так понимаю, что здесь все гораздо солонее. Судя по тому, в каком состоянии вон там, например, столбы. Вам на камеру, скорее всего, не видно, потому что она широкоугольная. А я вон вижу, что у них вся средняя часть покрыта огромными наростами белой соли. То есть здесь соли в воде, видимо, прям совсем-совсем много. Интересно, какая она на вкус. Блин, не провалиться бы, а? Вот только бы не провалиться. Потому что здесь совсем-совсем все стало подвижное такое. Но с другой стороны, сдаваться уже поздно, мне осталось там совсем чуть-чуть. Идем аккуратненько, ступаем полной стопой, чтобы была побольше площадь контакта и поменьше давления на грунт, чтобы я туда не провалился. Здесь еще, наверное, обмазываются, наверное, всей этой грязью и все такое. То есть, возможно, это прям все, ну, очень полезно. Но я в этом ничего не понимаю. Я как турист просто приперся вот на это все посмотреть. Здесь, смотрите-ка, просто вон одна соль. Прямо вот сверху лежит соль. Вон ее. Ее просто огромные тут залежи. Вот и вся поверхность земли, вся поверхность озера, все соль. Куча воды и куча соли. Вода прям очень соленая, прям концентрат соленый. Голая соль. Причем соль похожа именно та самая, натрий-хлор, поваренная соль, обыкновенная, та, которую используем в быту. То есть, видимо, на этом озере когда-то добывали соль, а с помощью вот этих вот столбов по этой дороге эту соль вывозили. Так, теперь мне отсюда. На соленом озере был? Был. Воду потрогал. Лицо водой натер. Теперь отсюда надо уйти. Потому что пока я там стоял, вон, смотрите, видно вам, нет? Пока я там стоял, ноги постепенно углублялись в эту почву. То есть здесь почва такая, как зыбкий песок. Пока ты по этой почве просто идешь, переставляя ноги довольно быстро, ты не слишком проваливаешься. А стоит остановиться на месте, и ты начинаешь туда потихонечку погружаться. Ну, по крайней мере, это мое такое впечатление. Да, конечно. Кроссовки я уханькал себе прям катастрофически. Не зря там в комментариях на картах написано: берите с собой воду, чтобы мыть ноги и все остальное. Совершенно справедливо написано. Если вы сюда поедете, берите с собой воду. У меня воды есть, но ее, у меня мало, потому что я, проезжая через Павлодар, забыл набрать воды. У меня осталась одна бутылка. Ну, то есть, как бы основную, наверное, массу я смою, но это уже надо делать где-то вот там, выехавши на твердую почву, потому что там вон рядом с машиной тоже все проваливается. Надо еще быстрее добраться до машины, потому что если машина постепенно погружается туда, то хотелось бы уехать до того, как машина застрянет. Ну, в общем, вот, новый экспириенс. Побывал на прям очень соленом озере. Прям концентрат соли.
Населенный пункт Коряковка, озеро Коряковское. Сколько здесь? Наверное, километров 20 до Павлодара. Такое вот интересное место. Соленые столбы, все дела. Наверное, здесь интереснее, когда тепло и когда можно, что называется, хотя бы разуться, побродить по этой соли. Потом эти надо ноги, правда, отмыть от этой соли и все такое. Но прикольно. Можно приехать и себе соли набрать, чтобы не покупать в магазине. Опять же, экономия. Но это я так, рычушку несу. В общем, вот такой сегодня получился экспромтом видосик. Просто ехал, вдруг на карте увидел пометку. Думаю, хоба, она, надо-ка повернуть. Повернул, и вон, что из этого вышло. Вот такие вот спонтанные, случайные действия, как правило, всегда и бывают наиболее интересные. Подпишитесь на канал, если не подписаны. Поставьте лайк, напишите комментарий. Поддержите мое путешествие финансово. Счастья, здоровья, любви, терпения. Всего самого доброго. Пока, приходите еще. Озеро Коряковское. Столбы на соленом озере. Населенный пункт Коряковка. Странный дядька. Пупырка. И вокруг замечательная страна Казахстан.